Яркие белгородские ночи, новая военная база в Беларуси и эвакуация из Харьковской области, где фиксируют наступление россиян. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В НАТО поддержали Путина и фактически обесценили данные западных разведок. Столкновение РФ и Североатлантического альянса – реальный сценарий или уже нет? Слава богу, что мы в НАТО. Из Харьковской области эвакуируют местных жителей. В Белом доме говорят о возможном большом наступлении РФ. Какова конечная цель окупантов? У них є ще місяць, можливо, трошки більше, для того, щоб реалізувати якісь політичні завдання. Медведев брызжет ядом в адрес Дэвида Кэмерона. В Москве сделали заявление об ударе возмездия не только по Киеву. В Лондоне проигнорировали угрозы. Было время, когда многих это пугало, вот эти заявления, намеки на возможность применения ядерного оружия. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем. Российская армия ударила по Белгороду. Гладков заявляет о 8 пострадавших, но во всем обвиняет ВСУ. Более 4 часов звучал сигнал воздушной тревоги на территории Белгородской области в ночь на субботу. Местные выкладывали видео в сеть, показывая, как работала российская противовоздушная оборона. Одна из ракет вылетела из одного района и через мгновение приземлилась в другом районе. Несмотря на это, оккупанты заявляют, что атака была отбита. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и 9 БПЛА на территории Белгородской области. 7 БПЛА перехвачены и уничтожены на территориями Курской и Волгоградской областей. А вот совсем не сработало ПВО в Ровеньках Луганской области. Эта территория находится под контролем россиян уже 10 лет. Там расположена одна из нефтебаз, которая используется в военных целях. По ней был прилет. Судя по видеоотчету, очень точный прилет. Оккупационные власти заявляют, что во всем виноваты ракеты «Атакамс». В Украине при этом обещают, что дальние цели в глубоком тылу РФ уже совсем скоро будут атакованы дальнобойными дронами украинского производства. Благодаря большой номенклатуре средств БПЛА мы можем использовать по стратегическим объектам Российской Федерации необходимые БПЛА, которые будут выполнять именно ту задачу, для того, чтобы нанести как можно больше ущерба и отработать на 100%. Относительно масштабирования, я бы тут обратил внимание на то, что на самом деле большое количество компаний в Украине появилось, которые занимаются средствами БПЛА, РЭП и другого вооружения. Из Харьковской области за сутки были эвакуированы практически 2000 местных жителей. Это связано с активизацией российских войск на этом направлении. По сообщениям областной военной администрации, оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов области. Потому что уже страшно, очень страшно. И внуки, дети, жизнь. Не хочется выезжать, нет, это точно. Аналитики Американского института изучения войны сообщают, что у российских оккупантов сейчас ограниченные оперативные цели, и они пытаются добиться главного эффекта – растянуть украинские силы на линии фронта. По данным аналитиков, сейчас одну операцию россияне проводят к северу от Харькова в направлении Липцев, а вторую возле Волчанска – это северо-восток от областного центра. На украинском телевидении обсуждают тем временем, какова конечная цель российской армии. То в них є ще місяць, можливо, трошки більше, для того, щоб реалізувати якісь політичні завдання, тобто окупувати Донбас або прорватися хоча б на фронті. Тому було припущення, в тому числі я, наприклад, робив припущення, що вони можуть фактично скопіювати дії РДК умовно, для того, щоб пошуміти, створити ілюзію великого наступу на Харківському напрямку. Перш за все, з військової точки зору, навіщо? Відтягнути, тобто примусити українське командування відтягнути резерви з Донбасу або з інших напрямків на цей напрямок, тому що коли йде такий резонанс, коли кажуть, що вже захоплені населені пункти, що вже йде прорив, що зараз росіяни підуть захоплювати все глибше і глибше, вже будуть підходити до Харкова, звісно, що йде тиск на військове командування, вони починають переводити резерви, вони вже переведені, до речі.
В Белом доме тем временем считают, что значительных территориальных прорывов у путинской армии не будет. По информации США, россияне, возможно, готовятся к более масштабному наступлению на Харьков и скоро применят дальнобойный огонь в пределах досягаемости этого города, сообщает Совет национальной безопасности Соединенных Штатов. Десятки миллионов долларов Канада выделяет на инициативу Германии по поиску ПВО для Украины. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр. Я очень рад сообщить, что Канада выделит 76 миллионов канадских долларов на немецкую инициативу. Эта инициатива объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для доставки и поиска систем противовоздушной обороны и ракет для Украины. И эти инвестиции помогут Украине защитить себя от жестоких атак, которые разрушают больницы, электростанции, жилые дома и уже унесли жизни тысяч невинных украинцев. Напомню, что в пятницу вечером еще и в Пентагоне в деталях рассказали о том, что передадут в рамках нового пакета военной помощи. В него вошли в том числе дополнительные ракеты для Patriot, кроме того, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, оборудование для интеграции западных пусковых установок ракет и радаров с системами Украины, высокоточные авиационные боеприпасы, и это, кстати, далеко не весь перечень. В НАТО согласились с Путиным и не согласны с данными западных разведок. Речь идет о возможном нападении российской армии на одну из стран-членов Альянса. В свое время российский диктатор заявил, что он не планирует никаких войн с Североатлантическим альянсом. Сейчас это же подтверждает и зам Столтенберга Мирча Джаане, но при этом говорит, что война между НАТО и РФ уже идет, правда, гибридная. Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций, беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно. Слава Богу, что мы в НАТО. Несмотря на эти заявления, в НАТО считают одной из главных угроз именно Россию. Сейчас Альянс проводит масштабные военные учения. И напомню, в Германии заявляли, что в течение 10 лет Кремль может накопить достаточно сил, чтобы начать военную агрессию против Альянса. При этом потенциальными точками войны считают Сувалкский коридор или же вторжение России в одну из стран Балтии. В Беларуси строят военную базу лишь в 190 километрах от границы с Украиной. Изменения замечены на территории военного склада в Осиповичах. И эти изменения говорят, что, вероятно, на новой базе будут хранить ядерное оружие. Об этом пишет The New York Times. Согласно анализу спутниковых снимков, на этой территории были построены сооружения, которые имеют особенности и очень схожи с ядерными хранилищами на базах внутри России. Авторы публикации акцентируют внимание на зоне с высоким уровнем безопасности. Она окружена 3 слоями ограждения в дополнение к существующему периметру безопасности всей базы. И еще на территории есть грузовая площадка, которая соединена со скрытым подземным бункером советских времен. Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки. И Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичах. Хотя все указывает на обратное. Медведев брызжет ядом. Очередной свой гневный пост так называемый заместитель председателя Совета безопасности России адресовал на этот раз британцам. В частности, он вспомнил, как в свое время работал с Дэвидом Кэмероном, нынешним министром иностранных дел Великобритании. Медведеву не понравилось, что Лондон не против, чтобы Киев использовал британское оружие по территории РФ. Кремль обещает ответный удар. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев и не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений. Но, судя по всему, в Лондоне не особо реагируют на заявления ни Медведева, ни Захаровой. Напомню, что на этой неделе в Великобритании решили выдворить из страны военного атташе России. Кроме того, власти лишат статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости Великобритании, связанных с Россией. Было время, когда многих это пугало, вот эти заявления, намеки на возможность применения ядерного оружия, еще там какие-то удары по инфраструктурам британским, диверсионные акты. Судя по всему, планы такие имеются, и, может быть, и агентура имеется, которая может попытаться это сделать. Но это, конечно, будет таким шагом вот к эскалации, что
наверное, еще пока Путин не готов на это решиться. Хотя ничему не удивлюсь. Поэтому есть вот такой странный козырь в кармане. И к чему приведет его использование, сказать сложно. Будет шагом, конечно, уже и к мировой, наверное, войне. Но все-таки как-то вот, не вижу я испуга никакого ни в средствах массовой информации, ни среди населения. Не слышу разговоров таких. В Испании одна из партий, которая входит в коалиционное правительство, требует не допустить представительницу Израиля к выступлению в финале Евровидения, который состоится вечером в субботу 11 мая. В сети уже распространяют специальную петицию и просят ее подписать. Претензия одна. Израиль не должен участвовать в гранд-финале в то время, как армия этой страны, далее цитата, «истребляет палестинский народ и стирает с лица земли весь их регион». Конец цитаты. Израиль, напомню, представляет певица Эден Голан. Еще 6 лет назад она принимала участие в российском «Голосе». Также отметилась эта девушка и выступлениями во временно оккупированном Крыму. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.